Это дешевая карта видеозахвата с AliExpress. С одной стороны у нее есть порты USB Type-C и аудиовыход. С другой стороны порты входа и выхода HDMI. Подключается карта проще простого, в разрыв между монитором и компьютером. Ну и не забываем про USB кабель. В компьютере устройство определяется как USB 3.0. К сожалению, 3.0 это лишь пустые цифры в названии устройства, а по факту это обычный 2.0. Но об этом чуть попозже. Записывать картинку буду с помощью OBS. Тут можно выставить определенные настройки, но поверьте, их лучше не трогать. Единственное, что можно сделать, это выбрать звуковое устройство. Как вы можете заметить, карта захвата имеет искаженные цвета, они перенасыщенные, что не есть хорошо. Задержка около 130 миллисекунд, максимальный фреймрейт 30 кадров. На выходе мы получаем не очень четкую картинку, но полуметод исправления этой проблемы я покажу дальше. Ни о какой нативной записи 4К не может идти и речи, но для Full HD вполне терпимый вариант. Если вы попробуете записать звук с этой карты, то скорее всего удивитесь монофоническому звуку. Я не знаю зачем, но китайцы решили передавать стереозвук через один моноканал. Чтобы разделить его на два канала, необходимо воспользоваться утилитой Totkinga. Кроме этого, необходимо поднять виртуальное звуковое устройство, например, с помощью Voicemeeter. В свойствах виртуального звукового устройства указываем, чтобы оно у нас работало в 48 кГц. Смотрим название звуковых устройств. Указываем вход и выход с помощью аргументов. Получившуюся команду можно сохранить в CMD файл. Теперь звук кастится в наше виртуальное звуковое устройство. Осталось указать его в свойствах OBS. Что же насчет встроенного ЦАПа? Если подключить в этот выход наушники, то можно заметить обрезанные верха и низа. Не очень-то уж пригодная эта карта для вывода звука, да и в целом я бы не сказал, что это очень удобно. Давайте же разберем это чудо китайской инженерии. Тут мы имеем три микросхемы производства Macro Silicon. MS9333 отвечает за сплитинг одного HDMI сигнала в два, а также отдельного цифрового звука. MS8005 микроконтроллер. Честно, я таки не понял, за что он отвечает. Ну и самый главный, MS2109, отвечает за конвертацию HDMI сигнала в картинку для передачи по протоколу USB. Как видно, ни о каком USB 3.0 тут нет и ни слова. На этапе видеомонтажа я заметил микросхему памяти. Знающие меня люди уже догадываются, что я первым делом полез ее прошивать. Изначально я хотел избавиться от назойливой надписи USB 3.0, однако пока гуглил название микросхемы, нашел статью на Хабре, где человек смог добиться более четкой картинки. И действительно, прошив микросхему и EEPROM приложенной прошивкой, я получил более четкую картинку. Я бы не стал брать эту карту захвата для профессиональных задач, однако мне нужно было самое простое устройство, которое может захватывать экран BIOS. Моим требованиям она полностью соответствует. Брать или не брать эту карту, выбор лично ваш. Но если я вам помог с этой информацией, не забудьте поддержать меня лайком.